Приветствую всех на моем канале Toys Craft Studio с Риной. Сегодня мы свяжем с вами вот такого симпатичного мишку, плюшевого мишку. Ростом он получается, у меня получился где-то примерно 16 сантиметров. Если вы будете вязать крючком чуть побольше, он будет больше. Вяжется он очень быстро, очень просто. Буквально за полчаса можно его связать. Что нам для этого понадобится? Плюшевая пряжа. Я беру вот такой цвет на этот раз. Он вообще-то ярко-оранжевый. Здесь под камерой я смотрю, он на свету немножко получается желтоватый. Но он вообще-то ярко-оранжевый. Это Гималая Dolphin Baby. И цвет 316. Я вязала из него очень большого мишку, где-то 40 сантиметров. Он у меня уже живет в Америке. Получилось очень красиво из этого цвета, такой оранжевый мишка с белой мордочкой. Ну, просто красота. Поэтому я решила связать маленького, еще оранжевого. Немножко белого цвета, тоже плюшевая пряжа для мордочки. Если вы хотите мордочку вязать таким же цветом, оранжевым, тогда белый не надо. Что еще? Безопасный носик. Или можете носик вышить, если вы не хотите безопасный. Дальше. Безопасные глазки. У меня они примерно 8 миллиметров. Это не очень важно. 7, 8, 9. Крючок. Я вяжу 4,5. Если возьмете 5, мишка у вас будет больше. Можно вполне вязать крючком 5, можно 4, как вам удобно вязать эту пряжу. Или любую другую плюшевую пряжу. Ножницы. Что еще понадобится? Иголка с большим ушком для пришивания ушек. Мишка вяжется целиком, поэтому очень быстро. Пришиваются только ушки и мордочка. Ну и ленточка для украшения, если вы хотите завязать ему бантик. Итак, начнем. И перед тем, как мы начнем вязать, я хочу вас попросить, кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки на видео, пишите комментарии. Это очень помогает в развитии моего канала. И, пожалуйста, не пропускайте рекламу, хотя бы 40 секунд, пусть она покрутится. Итак, начинаем. Начинаем мы вязать мишку с ручек. Первый ряд мы должны связать 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Но поскольку пряжа плюшевая и ее неудобно затягивать в кольцо амигуруми, мы делаем немножко по-другому. Мы вяжем 2 воздушные петли. Я закрепила петлю, это не считается. Вяжем 1, 2 воздушные петли. И теперь во вторую петлю от крючка мы свяжем 6 столбиков без накида. То есть это у нас как бы кольцо амигуруми такое получается. 1 столбик. И опять для начинающих желательно поставить в первый столбик без накида, который вы свяжете, маркер, чтобы потом его легко и быстро найти для второго ряда. Потом этот маркер уберем. 1 связали, 2, 3. Для тех, кто только начинает вязать кукол и вообще крючком, у меня есть на канале курс для начинающих вязания крючком. И там я все показываю, как делать кольцо амигуруми, как вязать столбики без накида, воздушные петли, все. Там есть все базовые уроки для того, чтобы вы начали вязать кукол. Я оставлю линк на этот курс под роликом, так что кто хочет, можете посмотреть. 3 мы связали столбика без накида, 4, 5, 6.
и 6. Первый ряд мы связали. Немножко затягиваем эту ниточку. Так, второй ряд. Второй ряд. И дальше до 5-го, 2, 3, 4, 5. Всего 4 ряда мы будем вязать 6 столбиков без накида. То есть в каждый столбик мы будем вязать столбик без накида. И вот сейчас мы вяжем первый. Этот маркер теперь нам не нужен. Мы его можем переставить в последнюю петлю первого ряда. И так всегда у нас маркер будет в последней петле. Эту короткую ниточку мы ее прячем сразу в вязание. Итак, вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и последний 6. Вязали второй ряд, ставим маркер в последнюю петлю. И теперь мы немножко выворачиваем это вязание, потому что так у нас будет ручка идти. Можно помочь крючком обратной стороной, чтобы ее хорошенько вывернуть. Вот так. И теперь вяжем 3, 4, 5 ряд, 6 столбиков без накида. Каждую петлю 1 столбик без накида. 1, 2. Вот хорошо надо выворачивать, иначе вязать будет этот ряд неудобно. 2, 3, 4, 5 и последний 6. И дальше мы продолжаем вязать 3, 4 и 5 ряд по 6 столбиков без накида, столбик в каждую петлю. И там мы с вами встречаемся. Связали мы 5 рядов ручки. Ручку мы не набиваем. И теперь соединяем 2 стороны ручки и провязываем за обе стороны 3 столбика без накида. То есть вводим крючок под петлю на одной стороне, под петлю на второй стороне и провязываем обычный столбик без накида. 1, точно так же через обе стороны. 2 и 3. Нить обрезаем, не длинную, мы ручки будем ввязывать, не пришивать. Мишка у нас вяжется целиком. И теперь делаем воздушную петлю, вытягиваем ниточку. Все. Одну ручку связали. Вторую ручку точно так же вяжем самостоятельно. Ручки связали, теперь мы будем вязать ножки. Для ножек мы вяжем первый ряд
8 столбиков в кольцо амигуруми. Точно так же делаем 2 воздушные петли. Одна, вторая. И во вторую петлю от крючка начинаем вязать 8 столбиков без накида. Вяжем первую, ставим на нее маркер, чтобы легко нам было найти. И вяжем дальше еще 7 столбиков без накида. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. И 8. Первый ряд мы связали. И так провязали первый ряд. И со 2 по 4 ряд, всего 3 ряда, мы будем вязать 8 столбиков без накида. В каждую петлю 1 столбик без накида. Вот начинаем с первого, маркер вынимаем и ставим его здесь в последнюю петлю конца ряда. И вяжем 8 столбиков без накида. Вот короткую ниточку прячем сразу. Смотрите, тут не пропускайте петельки. Это 6. Не очень удобно второй ряд вязать, но это только второй. 7. И 8. И опять ставим маркер конца ряда. Теперь так же, как в ручке, мы выворачиваем эту ножку на лицевую сторону. И вяжем еще 2 ряда, 3 и 4, по 8 столбиков без накида. В каждую петлю 1 столбик. И там встречаемся. Провязали 4 ряда ножки. Теперь на первой ноге, только на первой, мы вяжем соединительный столбик в следующую петлю и нить обрезаем. Только на первой ноге. На второй мы нить не обрезаем, будем продолжать соединять ножки и вязать туловище. И сейчас тоже закрепляем ниточку. И вяжем вторую ножку самостоятельно. Там мы встретимся. Связали вторую ножку. Я напоминаю, что здесь мы не делаем соединительный столбик и не отрезаем ниточку. И теперь будем соединять ножки и дальше вязать туловище. Берем первую ножку и соединяем, присоединяем ее ко второй соединительным столбиком. Соединили ножки. Вот так они у нас выглядят.
И теперь начинаем вязать туловище вокруг ножек. На каждой ножке у нас есть по 8 столбиков без накида. Мы вяжем сначала по первой ноге 8 столбиков без накида, потом вместо соединения мы сделаем прибавку 8 столбиков по второй ноге, и здесь вместо соединения ножек тоже прибавку. Всего у нас получится в этом ряду 20 столбиков без накида. И заодно вот эту ниточку от ножки спрячем. Итак, мы вяжем 8 столбиков без накида по одной ноге. 1, 2, 3, 4, 5. И тут уже можно эту ниточку короткую, если она осталась, у кого отрезать. И продолжаем. 6, 7, и 8. Теперь вместо соединения ножек мы свяжем прибавку. Это удобнее здесь маркер уже убрать, чтобы он не мешался пока. Потом мы его поставим. И вот сюда, где ножки мы соединяли, мы вяжем один столбик и второй. Прибавка. И дальше продолжаем вязать по ножке второй 8 столбиков без накида. 1, 2, и так 8. 3, 4. И тут вот вместо соединения ножек мы сделаем прибавку. Где у нас тут ножки были соединены. Вот свяжем прибавку. Итак, мы провязали первый ряд туловища. Ставим в него маркер. Итак, мы провязали первый ряд туловища, 20 столбиков без накида у нас здесь по кругу. И сейчас второй и третий ряд мы вяжем без изменений 20 столбиков без накида. В каждую петлю по одному столбику без накида. Начинаем вязать. 1, 2, 3. И так продолжаем в каждую петлю, второй и третий ряд, 20 столбиков без накида. Провязали 3 ряда, у нас здесь 20 столбиков без накида. И четвертый ряд, в четвертом мы будем делать убавки по бокам. То есть вот здесь на каждой стороне по одной убавке. То есть мы сейчас вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Делаем убавку только за передние стенки петель. Вводим за одну стенку петли в одном столбике, сразу за вторую. Протягиваем ниточку. Провязали убавку. Как делать убавки, у меня тоже есть ролик в курсе для начинающих. Посмотрите
ссылочку я поставлю под роликом. Теперь 8 столбиков. 1, 2, 3. Я извиняюсь, что тут у меня шум, но это дети бегают там снаружи, не мои, чужие, поэтому сделать ничего нельзя. 4, 5, 6, 7, 8. И снова убавку, как всегда в игрушках, за передние стенки. В основном всегда мы так вяжем, чтобы не было дырочек. И теперь у нас осталось 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали 4-й ряд. Дальше 5-й ряд мы провяжем 18 столбиков без накида, то есть в каждую петлю мы вяжем 1 столбик без накида по кругу. Сейчас у нас 18 столбиков, 18 мы и вяжем. И встречаемся после 5-го ряда. Провязали 5-й ряд, у нас 18 столбиков без накида, и начинаем убавлять туловище. Вяжем так: 1 столбик без накида, 1 убавка, и эту последовательность повторяем всего 6 раз. То есть 1 раз мы связали, снова столбик без накида, убавка. Столбик без накида, убавка. И так довяжите еще 3 раза. Столбик без накида, убавка. 6-й ряд. Провязали 6-й ряд, и здесь можно уже немножко наполнить. Наполняем сначала ножки холофайбером или акрилоном. Какой у вас наполнитель есть? Ножки наполняем плотненько, ну не так сильно, чтобы не были они сильно жесткие. Вот такие приятные ножки. Ну, теперь туловище. До конца мы не наполняем, потому что будет мешать наполнитель при вязании. Потом мы будем все время добавлять этот наполнитель. Вот такой будет у нас симпатичный мишка. Итак, дальше. 7-й ряд. 7-й ряд мы делаем 2 столбика убавка, всего 3 раза. 1, 2, 3. Убавка. Снова 1, 2, 3. Убавка. Последний раз 1 столбик без накида, 2,
убавка. Довязали ряд, и у нас получилось 9 столбиков всего. И тут можно еще добавить наполнитель. И в следующем ряду мы уже будем ввязывать ручки. И теперь мы будем ввязывать руки в 8 ряду. Для этого мы провязываем 1 столбик и смотрим. Нам нужно 3 петли на ручку. 1, 2, 3. У нас будет ровно над ножкой, симметрично ножки. Это ручка, значит, все правильно. Если, смотря как вы вяжете, или туго, или нет, может быть, вам понадобится провязать еще 1 столбик, чтобы оказаться здесь, на правильном месте. Посмотрите. Но главное, чтобы ручка, когда вы ее прикладываете, она была прямо над ножкой. И теперь мы будем ввязывать эту ручку. Я делаю такой маленький трюк. Мне нужно 3 петли на ручку. Я ставлю маркер после 3. 1, 2, 3. Следующую я ставлю маркер. И тогда мне не надо сильно напрягаться, проверять, в какую петлю провязывать. Итак, берем ручку и провязываем. Вводим крючок в первую петлю на ручке и следующую петлю, которая у нас есть на туловище. И провязываем столбик без накида. Следующую петлю на ручке, следующую петлю на туловище. Опять на ручке. И вот как раз последняя перед маркером у нас петля на туловище. Смотрим, что все правильно, ручка хорошо, тогда можно эту ниточку от руки завязать. Я всегда завязываю. И ввязать ее дальше, вязание, эту короткую ниточку. Маркер убираем. Провязываем только по туловищу 2 столбика без накида. Это как раз впереди туловища. 1 и 2. И теперь ввязываем ручку. Здесь осталось как раз 3 петли для руки. Берем, вводим в первую петлю ручки и туловище. И провязываем столбик без накида. Не очень удобно. Придется перевязать. Так, еще раз. Берем, прокалываем ручку. Петлю на туловище. И провязываем столбик без накида. Тут мы уже эту короткую нитку ввязали 3 раза. Ее можно обрезать. 3 столбика провязали достаточно, она никуда не денется. Дальше
во вторую петлю ручки и туловище. Так, и в последнюю петлю руки, и вот здесь у нас стоит маркер. Мы в эту петлю и присоединяем ручку. Проверяем, что все на месте, ручки симметрично, красиво, и тогда мы эту ниточку тоже завязываем. И потом ее спрячем в следующем ряду вязания. И ставим маркер в последнюю петлю ряда. Провязали 8-й ряд, повязали ручки. Все хорошо, замечательно. Дальше, в 9-м ряду мы уже начинаем вывязывать голову. У нас здесь есть 9 столбиков без накида. Мы в каждый столбик, в каждую петлю будем провязывать прибавку, то есть по 2 столбика без накида. И так вывязывать голову. И тут короткую ниточку от руки мы сейчас ее ввяжем. Вы можете прятать внутрь, но мне больше нравится ввязывать, тогда уже точно этот кончик никуда не вылезет. Одна прибавка, то есть 2 столбика в одну петлю. Вторая. Третья. Тут эту короткую ниточку можно уже отрезать. И все аккуратно, очень красиво, нигде ничего не торчит. И дальше продолжаем вязать еще 6 прибавок до конца ряда. Провязали 9-й ряд, у нас 18 столбиков без накида. И теперь в 10-м ряду мы делаем 2 столбика прибавка, и так 6 раз. 1, 2, прибавка. Снова 1, 2, прибавка. Третий раз. 1, 2, прибавка. И так повторяем еще 3 раза. Итак, мы провязали 10-й ряд. У нас 24 столбика в ряду. И сейчас с 11 по 13 ряд, всего 3 ряда, мы провяжем по 24 столбика без изменений. В каждую петлю 1 столбик без накида. 3 ряда. И там мы встретимся. Провязали 13 рядов. Я добавила немножко наполнителя в область шеи. И пока дальше не наполняем, чтобы он нам не мешал. 14 ряд. В 14 ряду мы вяжем 2 столбика без накида, убавка 6 раз. То есть вяжем 1 столбик, 2 и убавка. За передние стенки петель, как всегда.
5 раз 2 столбика без накида, убавка до конца ряда. Провязали 14 ряд, у нас получилось 18 столбиков без накида, и сейчас мы вставим глазки. Глазки мы вставляем между 12 и 13 рядами, то есть сейчас у нас это 14, значит, 13, 12, вот здесь мы вставляем глазки между 13 и 12 рядом. И на расстоянии примерно 2-3 столбика посмотрим, как у нас получится, как нам больше понравится. Сейчас мы проверим. Так, вставляем и смотрим, что у нас получается. Можно даже немножко добавить временный наполнитель, чтобы голова приобрела форму, и тогда будет ровно посмотреть глазки. Мы его вытащим, этот наполнитель, нам только посмотреть. Так, и смотрим, или это ровно, нам нравится, красиво, симметрично. Мне все нравится. И тогда мы их закрепляем. Наполнитель убираем. Наполнитель можно было не вставлять, просто чтобы удобнее посмотреть. И закрепляем глазки. Крепко и хорошо. Вот так. Глазки вставили. Теперь насчет глазок, что я еще хочу сказать. Бывают такие глазки, которые не очень крепко 2 раза защелкиваются, а просто закрываются плотно. Но дети, они такие, они могут сделать все. Поэтому в таком случае, что я делаю? Некоторые делают это зажигалкой, мне это неудобно. Я с обратной стороны нагреваю паяльник, и паяльником просто делаю их как заклепочку. Немножко расплавляю, получается заклепка, и глазки никогда, ни в каком случае никакой ребенок не сможет их ни вытащить, ни откусить, ничего с ними сделать. Вот я сейчас запаяю, не под камерой, конечно, а потом вам покажу. Итак, я запаяла паяльником, сделала вот такие заклепочки, видите? Они прямо как заклепки настоящие, держатся навечно, ничего с ними не будет. Это мое изобретение с паяльником, по-моему, никто до этого еще не додумался. Итак, вяжем дальше. Дальше у нас будет 15 ряд. 15 ряд. Ну, видите, какие глазки. Так, 15 ряд, 1 столбик, 1 убавка, 6 раз. Делаем 1 столбик, убавка. И дальше еще 5 раз столбик, убавка. В конце ряда у нас получится 12 столбиков. Провязали 15 ряд, и я наполнила голову. Наполните голову хорошенько. И последний ряд головы мы вяжем, 16 ряд. Мы делаем 6 убавок. Сейчас у нас 12 столбиков, делаем 6 убавок, у нас останется 6. Просто подряд делаем 6 убавочек. Вот 1 убавка,
И так далее, еще 5 до конца ряда. Провязали 16 ряд. И тут можно немножко, если хотите, если вам надо, добавить наполнитель в эту дырочку, которая еще осталась. Это уже достаточно. И теперь в конце ряда мы делаем соединительный столбик 1. Теперь отрезаем ниточку, ну, такую достаточно длинную, чтобы потом ее спрятать. И закрываем это отверстие иголкой. Берем иголку с широким ушком, вставляем эту нитку. Так, теперь вот эту петлю мы немножко вытаскиваем, немножко, чтобы она не спряталась. И закрываем иголкой. Как мы это делаем? Только через передние стенки петель. Вводим иголку изнутри наружу, в одну петлю, в следующую снаружи вовнутрь, через передние стенки. Изнутри наружу, снаружи вовнутрь. Держим это колечко и подтягиваем немножко. Затягиваем эту. И еще один раз. Подтянули. И теперь вставляем в эту петлю ниточку и хорошенько затягиваем. Затянули. Вот что у нас получилось. И прячем этой же иголкой внутрь головы, так что было аккуратно и красиво. Выходим в любое место. Тут смотрим, чтобы голова была ровная, красивая. И просто запутываем в то же самое место, откуда вышли, заходим. И запутываем эту ниточку в наполнителе. Перед тем, как ее обрезать. И она уже никогда никуда не вылезет. Все. Подтягиваем ниточку и обрезаем. Лохмотья убираем. Подравниваем голову. Так, мишка в основном целиком связан. Нам осталось связать ушки и мордочку. Вяжем ушки. Для этого мы набираем 7 столбиков без накида в кольцо амигуруми. То есть вяжем сначала 2 воздушные петли. Одна. Вторая, и во вторую петлю от крючка 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И делаем соединительный столбик в первый столбик, который мы вязали.
Все. Ушко у нас связано. Теперь обрезаем длинную нить для пришивания. Мы будем пришивать этой же ниточкой, чтобы потом ее можно было спрятать. Отрезайте подлиннее и вытягиваем эту ниточку. Вот эту короткую нить либо можете потом аккуратной иголкой спрятать в голову, либо спрятать иголкой на обратной стороне. Я здесь прячу вот здесь ее вокруг иголочкой. Второе ушко свяжем сами. И теперь мы свяжем мордочку белым цветом. Если хотите, можете связать тем же самым, что и мишка. Я вяжу белую. Первый ряд мордочки, 6 столбиков в кольцо амигуруми. Опять делаем 2 воздушные петли. Вторая, и во вторую петлю 6 столбиков без накида. 1, ставим здесь маркер в первый столбик, чтобы его быстро найти, и еще 5. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Первый ряд связали, ниточку подтягиваем и вяжем второй ряд. Второй ряд 6 прибавок. В каждую петлю по 2 столбика без накида, то есть прибавка. Вот. Этот маркер убираем и в эту петлю начинаем вязать столбик, а маркер переставляем сюда в последнюю петлю ряда. Итак, ниточку прячем сразу. 1 столбик. Туда же прибавка. Второй столбик. Прибавка. Третий столбик. Прибавка. Ну, еще 3 раза, еще 3 прибавки до конца ряда. Провязали второй ряд, у нас 12 столбиков без накида. И третий ряд мы вяжем просто 12 столбиков без изменений. В каждую петлю по 1 столбику. 1, 2, 3 и так до конца ряда. Провязали третий ряд, 12 столбиков без накида. Примеряем эту мордочку на мишку. Вот так мы будем ее пришивать. Она вполне достаточная, больше не надо. И значит мы ее заканчиваем. Делаем соединительный столбик. И я буду пришивать другой ниточкой, не этой, простой белой, поэтому я отрезаю достаточно короткую нить и вытягиваю ее. Все, мордочка готова. Теперь нам надо вставить носик в мордочку. Если кто-то хочет вышивать, то это не делает. А я вставляю готовый носик пластиковый, безопасный.
И проверим сейчас, где он будет красивее смотреться. Вот так вот я вставляю. Это получается между первым и вторым рядом мордочки. И прикладываем к мишке. Вот так смотрим, что все будет красиво. И сейчас я вам покажу такой трюк, как удобнее всего вышивать переносицу под носом. Я беру сразу эту нить хлопковую, которую буду вышивать, переносицу и брови, и привязываю к носику, на ножку. Как можно ближе к носику. Так вот поворачиваем, чтобы была внизу нитка, и завязываем. На 2-3 раза. Так, завязали. Теперь вот эту короткую ниточку как можно ближе отрезаем к ножке, чтобы ее не было видно. И уже потом вместе с этой ниточкой мы этот носик вставляем. Так, где у нас тут был носик? Вот он. Это вот здесь. Еще раз проверим, что все красиво получается. Ровно посерединке. Закрываем крышечкой. Так, крышечка похожа от другого носика. Сейчас я возьму другую и закрою. Это у меня вот такой набор носиков. Я заказывала на Алиэкспрессе. Они разных размеров, поэтому и крышечки попадаются разных размеров для разных носиков. Вот это должна подойти. Да, это вот прекрасно на 2 раза захлопнулась. Ее не надо запаивать, никуда не денется. И вот у нас уже готово будет переносица, видите? Очень удобно. Не надо мучиться иголкой, искать это место, подбираться ближе к носику. Все, носик мы вставили. Продолжайте дальше сами, примерно до половины, а там мы наполним немножко наполнителем и дошьем. Я дошила примерно до этого места. Последнюю иголочку вынимаю. Вот видите, 3 булавочки. Обязательно пересчитывайте. Так, и теперь можно немножко мордашку наполнить, совсем чуть-чуть. Много не надо. Так, посмотрите, чтобы она была симметрично наполнена. Так, вот такой вишка будет. И дальше дошиваем то, что осталось. Вправляем туда наполнитель подальше. Ниточку подтягиваем.
Шьем дальше. Так. И продолжаем дальше до низа, где мы начали пришивать. Вот до сюда доходим. И там встретимся. Одну петлю на голове, одну на ушке. Вот так насквозь протыкаем. Эту булавку можно убрать, она мешает. Уже прикрепили ушко. Мне под камеру очень неудобно шить. Ну просто очень. Камера между мной и иголкой. Ну, как-нибудь пришьем. Так. Прикрепили ушко. Теперь с обратной стороны ушко, чтобы оно стояло. Берем, тоже захватываем одну петельку и прокалываем рядом. И снова одну петлю на голове, прокалываем на другую сторону. И тут опять одну петлю на голове, прокалываем на другую сторону. И уже можно последний раз вот тут захватить петлю. Проверить, что оно держится очень крепко, хорошо. И дальше просто мы делаем узелок сзади. Поближе к ушку. Все равно его незаметно, пряжа плюшевая. Но все-таки, чтобы аккуратнее было. И выводим свободное место головы. Несколько раз запутываем. И обрезаем. Все. Одно ушко пришили. И самостоятельно пришиваем второе ушко. Ну вот, ушки пришили. Такие замечательные, красивые ушки. Все красиво. Я уже тут наметила булавочками, где делать брови. Брови мы делаем на один ряд выше глазика и 2 столбика в бок. И здесь тоже на один ряд выше, еще на ряд выше и 2 столбика в бок. Вот так примерно. Вы можете делать, как вам больше нравится. Бровки длиннее, короче, выше, ниже. Это уж как вам понравится. Что мы теперь делаем? Ну, я делаю это длинной иголкой вот такой, мне это удобнее. Первым делом вышиваем переносицу. Вот так. Вводим иголку здесь ровно-ровно посередине. И выводим туда, где мы будем вышивать брови. В эту точку, где булавочка. Булавочку вытаскиваем. И переносицу немножко подтягиваем. Вот так.
продолжаем дальше делать брови. Вот так. Одну сделали. Смотрим, что нас все устраивает. И тогда сделаем также вторую. Вводим в эту точку, где бровь, и выводим туда же, где у нас заканчивалась переносица. Все, проверяем брови, что они симметричные, красивые, ровненькие. И делаем здесь вот за переносицу узелок. Вот так. Можно сделать еще один для страховки. Все. Поправляем переносицу. Если хотите, можно прошить еще раз. Но я это делать не буду, мне и так устраивает. И прячем эту вместе с узелком ниточку в голову. Вот так. Все, и там запутываем в голове, как мы это делали. И все. Мы закончили мишку. Сейчас я ему привяжу бантик и вам покажу. Вот такой замечательный мишка у нас получился. Можно связать их разных цветов, с разными ленточками. И замечательные подарки и детям, и даже взрослым. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь. Пишите комментарии, что бы вы еще хотели связать вместе со мной. Всем удачи, всего доброго!